О! Бляха, что за нахрен? Урок номер 2. Техника боя с неравным противником. Отступление. Так. Беги! Куда? 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 Но перед тем, как ты уйдешь, я хочу тебе кое-что показать. Мать. Обалдеть. Внимание, наверное, это лучшие новости, которые можно было получить. Междумирье и Пропия реальны. Оба мира существуют. Но если говорить про Пропию, то все серии мы видели только отголоски памяти. Капец, неужели это мир, где родился мой персонаж? То есть я, Лолошка. Давайте сегодня узнаем. А вообще, да, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором невероятно, но факт, Пропия существует. Пропия — это королевство. Само королевство находится в мире Эресия. Да, в том самом мире, где обитают драконы, принцесса Хризеида, малыш Фаронт и многие другие. И напоминаю, незнакомец по имени Эо, услышав всю мою историю, сказал, что да, я знаю, что такое Пропия, я знаю, что оно реально существует. Но также он добавил то, что если я действительно знаю про это место, если оно мне снилось, значит, скорее всего, я там бывал по-настоящему, не во сне. Когда это было? Может быть 100 лет назад, может быть 1000. Почему у меня скин молодой, мы до сих пор не знаем. Короче, он готов помочь мне попасть туда, но. Напоминаю, сегодня у меня еще наставник по имени Павел. Да, тот самый наставник гильдии контрабандистов. Как минимум, он не бесполезный. Он в предыдущей серии научил меня делать деньги, а это важно. О, видали, да? Крупица скинта. Местная валюта, ее можно переделать в осколок, потом в фрагмент, потом в кристалл. Вау, и тут есть даже ограненный скинт. Вот это я вижу первый раз. Обалдеть. Видимо, здесь, в этом мире, мы будем покупать что-то очень дорогое, или даже подкупать кого-то. Короче, надо выйти на улицу. Здравствуйте, здравствуйте. И пойти проверить Сан-Франа. Сан-Фран — это торговец, с которым мы как раз познакомились в предыдущей серии. Работает в лавке Бессмертная Искра. Заходим. О, и подожди, мы реально можем зайти. Но, понятно, его нет. Эх, а я хотел поторговаться, у меня тут и рыба есть, и мясо есть. Ну ладно, до свидания. Эй, ты, куда? А я тебя искал. Ну тебя же только что здесь не было. Эй, тронул, что? Покупай. Уже обжился настолько, что разгуливаешь один? Павел недоволен. Сегодня мы будем тренировать техники ведения боя. Следуй за мной. Но... Ладно, в целом, как обычно, меня никто не спрашивает, все нормально. Почувствуй, как твоя энергия курсирует по телу. Почувствуй, что ты часть природы. Ты часть этого мира, а значит, этот мир часть тебя. Сосредоточь свое сознание. Каждый твой орган чувств должен работать на единении с этим миром. А теперь наблюдай. Мне нравится этот Павел, клянусь. Такой-то он странный, черт возьми. О, бляха! Какого черта? Ну что, ты меня Чего? понял? Ну, в целом, да, я понял, только как ты их вызвал? А теперь повтори то же самое. Что? Вот прям так? Уа, крикнуть или, или что? Или мечом помахать? Уа! Бляха, что за нахрен? Урок номер 2. Техника боя с неравным противником. Отступление. Хорошо, беги. Значит, бежим. Бляха! Какого хрена? Куда? 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 Что делать? Что? Ты куда? А я? Бляха, нет, подожди! Помогите! Помогите, бляха-муха! Ой-ой-ой! Ой! Ой! Дайте забраться! Стой! Павел! Не уходи без меня, я тебя умоляю! Ай-яй-яй, ты вообще слушал мои объяснения? Ты что, серьезно думаешь, что я шучу шутки про единение? Междумирье отзывается на действия мироходцев! Как же ты все еще не понимаешь? Я же говорил тебе, что вселенная стремится к порядку! И не просто так! Теперь мы обязаны одолеть этого монстра, поскольку он был вызван нами. Хорошо. Значит, пришло время для еще одного урока. Вселенной наплевать, какими средствами ты будешь возвращать баланс. И поэтому... умирать я сегодня не собираюсь.
Вот, держи. Патронов у нас не очень много, так что постарайся не мазать. Я с этой тварью уже дрался однажды. Запоминай, салага. У нее очень толстая кожа, так что пули для нее щекотка. Хе. Кроме ситуации, когда они попадают ей прямо в глаза. Если сможешь ее ослепить, то дальше никаких проблем не будет. Надо будет только перерубить ей сухожилия на ногах. И ты, парень, хоть и тощий, но вроде сильный. Так что, когда перейдем к ближнему бою, постарайся бить в одну и ту же точку. Так получится быстрее пробить кожу. Хе-хе. Если завалим эту ящерицу, получим хороший навар от Франа. Так что давай, салага, постараемся. О! Стой, ты уже? О, господи, господи. Куда? Куда стрелять? О, получай! Получай, зараза! Так, по голове, я помню, по голове, по глазам! Ай-яй-яй! Беги, мать твою! Так, окей. Эй, у него урон отлично! не проходит. Тварь ослепла! Ну же, давай, беги за ней! Займемся ее ногами! Ногами, понял, ногами. Как это круто! Получай, зараза! Эй, куда ты бежишь? Ты же слепая! Ой-ой-ой! Стоп, что? В этой миссии невозможно умереть! Круто! Хе-хе-хе. Хорошо продумали, молодцы. На, получай, зараза! Да-да-да-да-да, смотрите, ребята, по ногам она бьется, но какая же она сильная, зараза! А Павлу вообще плевать, он просто бегает и бегает. Какая крутая миссия. О! Наконец! Что? 10 репутаций Неплохо сработано. Ты погляди, сколько тут всего. Офигеть. Это чё за дроп? Идем. Ты достаточно себя показал, но потренируй свое единение с Междумирьем на досуге. В остальном, сегодня ты научился убегать, а еще исправлять ошибки и работать в команде. Сейчас мы пойдем к Франу вместе, чтобы он нормально тебе заплатил. Лучше даже знаешь, как сделаем? Сейчас ты отдашь мне все, что собрал с ящерицы, а я соединю это с тем, что собрал я, и потом пополам поделим навар. Что думаешь? Ого. Ну, мне, помню, Шрам говорил работать в команде, поэтому, да, наверное, отличный план. Считаю, что тебе должно достаться больше, поскольку ты мой наставник. Ого! А может быть, это даст больше репутации, кстати. Куда? Так я же собрал куда больше, чем ты. Ну, короче, Шрам мне показал то, что подлизываться нельзя, и при всем при этом работать нужно в команде, поэтому давайте просто согласимся. Да, это хороший план. Да, тогда так и поступим. Вау. Так, привет, ребята. Вы что, серьезно уже вернулись? А я помню, ты меня, Павел, увел на целую неделю в лес. Да ты посмотри на этого хлюпика. Видно, что он и дня бы там не продержался. Зачем вы меня так? О, Эо! Эо, здорово! Я же могу пройти, да? Все нормально? Ну в целом, да. Меня уже пускают в город без всяких проблем. Эо, а ты что тут делаешь? Здравствуй, Павел. Привет, Эо. Окей. Эй, что тут происходит? Вы же прекрасно знаете, что Лолошка еще до того, как вступить в гильдию, несколько суток провел за пределами Паэны. И как вы знаете, он в одиночку добыл шкуру Чупакабры. А с тобой, Сал, я провел в лесу неделю, потому что ты был необучаем. Этот малец освоил программу в разы быстрее. Вы что, думаете, раз мы не ходим на вылазки, а стоим на входе, то нас можно обижать? Нет, Сал. Но и обижать новенького просто потому, что он новенький, тоже нельзя. Да чего? Эва, это кто такие правила придумал? Над кем тогда издеваться, если не над новенькими? О, молчал бы лучше, Дэн. В такие моменты я жалею, что Шрам так легко относится к присоединению новичков. Лучше бы он как пуговица никого не брал. И чё вы так с ним носитесь? Он же даже сам за себя постоять не может. Вау! И я могу доказать, что могу постоять сам за себя. Эй, ты, может быть, подраться хочешь, а? Дэн, в отличие от вас, я предпочитаю завоевывать репутацию не словом, а делом. Ну, ребята, вы чего? Давайте не будем ссориться. Нам нужно держаться вместе. Мне нравится вот это, знаете, так поставить на место. Понятно вам. Чего? Делом, а не то есть, словом. Я тоже вообще-то. Ты чего, подумал, что я человек слова, что ли? О боже, Дэн, какой же ты придурок. Если ты не знаешь, о чем говоришь, не говори. Да, слушайте, Лолошка, Павел, давайте оставим их одних. Я чувствую, как у меня разжижаются мозги от одного их присутствия. Так, ну ладно, пойдем. Так а чего я в итоге сказал-то? Дэн, ты реально идиот. Человек слова — это тот, кто держит свои обещания. Ты чё сейчас сказал? Это я-то идиот? Ну не я же болван. А я вот уверен, что ты. О боже. Они реально начали спорить.
Куда? Подожди, а реально, куда мы идем? Мы к Шраму идем или... А, мы же продавать товар идем, точно. Мы сейчас такой навар бахнем, ребята, такие деньжища. Вот это я люблю, да. Блин, ну что я могу сказать? Нам явно дают понять то, что Эо и Павел, они какие-то важные шишки. И если понятно, что Павел наставник, поэтому его уважают, то с Эо все не так однозначно. Он не в одной из гильдий, но при всем при этом ему, как контрабандисту, разрешен выход. Выход из города, имею в виду. Эй, Павел, так и что? Ты закончил с тренировкой Лолошки? Да, Эо. Мы собирались сейчас с ним заскочить к Франу, обменять наш богатый улов. Понял, понял. Эй, Лолошка, отдай свою часть Павлу. Он один сходит. У меня к тебе очень важный разговор. Это правда срочно. Давай, парень, поторопись. У меня еще свои дела есть. Подожди, а какой улов-то? Что с него выпало? Боже! Сырое мясо мака 100% выпало. Куча неприятной на запах шкуры. Реберная кость, наверное. Куча лорана выпала. Та-та-та-та-та. Я, наверное, вот так вот прям все-все-все кину. Что подберет, тот молодец. Что не подберет, ну и плевать тогда. Угу, я пошел. Все. Это я забираю обратно. Эй, Лолошка, хорошие новости. Мне удалось разыскать архивные записи об Эрессии. Представляешь, какой-то гений из магов додумался печатать все статьи из мировой энциклопедии и отправлять их прямым порталом к библиотечному архивариусу. Как ты понимаешь, провести в пустоту мультинет невозможно, так что... мне пришлось физически копаться в бумажках. Да, всю ночь и весь день на это потратил. Зато опять же супер новости. Я таки смог найти какую-то информацию. Не хочу обидеть, но в мультивселенной полувымершая Эрессия не очень интересный мир. Стоп, что ты сейчас сказал? Полувымершая? Но в моем сне она более чем живая. То есть... Это, я так понимаю, мои супер-мега-мега старые воспоминания. Страшно представить, что будет, когда мы туда попадем. Если еще и попадем. Короче, Лолошка, я выяснил, что мир назвали в честь королевства, которое завоевало все остальные. И... Пропия была завоевана одной из первых. Также я узнал, что сейчас в Эрессии почти никто не живет. Осталась только парочка активных городов, которые замкнулись в себе и просто не развиваются. А вот территория бывшей Пропии, где был ты, сейчас полностью заброшена. Но я думаю, что раз именно она была в твоих снах, то тебе нужно именно туда. И еще одна новость. Я узнал у мага, сколько будет стоить портал туда. Порталы в непопулярные миры стоят дороже всего и... Эрессия, как ты понимаешь, один из самых непопулярных. Путешествие в одну сторону, будь готов, обойдется в 20 кристаллов скинта. И еще один ограненный скинт. Я пока не понимаю, дорого это или нет. А нельзя как-нибудь торговаться? Это очень дорого. Стой, Эо, а если я когда-нибудь захочу вернуться в Паэну? Знаешь, я что-то передумал туда тащиться. Тем более там все равно все вымерло. Так, ну торговаться я явно не буду, иначе по-любому репутация упадет. Что-то я передумал туда тащиться, это тоже полный бред. А вот это... А реально, как мне, если что, вернуться в Паэну? Лолошка, ты не похож на того, кто захотел бы ошиваться в таком забытом всеми богами месте. Ну а если серьезно, то чаще всего завсегдатаи пользуются карманными обратными телепортерами. И по установленному межпространственному туннелю ты сможешь всегда вернуться обратно. Но переместиться из той же точки, в которую тебя переместит первый портал. Такая же телепортация обратно обойдется в 7-8 кристаллов скинта. Я правда не знаю, сколько у тебя накоплено сейчас, но я бы на твоем месте постарался отправиться как можно скорее. Поверь мне. Междумирье очень сильно меняет людей. Кроме дасков здесь почти никто не живет. Сюда приходят провернуть всякие сделки, разжиться скинтом, товарами, найти клиентов, заказчиков, обменяться информацией, иногда покутить в компании единомышленников, но здесь никогда, запомни, никогда не задерживаются надолго. Каждый из мироходцев постоянно спешит в свой мир. Это ведомнее на всех оказывает гнетущее действие. Понимаешь? Ну, в целом, понял, хорошо. В общем, да, я просто говорю, что тебе тоже не стоит здесь задерживаться. Но перед тем, как ты уйдешь, я хочу тебе кое-что показать. Все-таки ты здесь первый раз, уже собираешься уходить, а главную достопримечательность ты так и не увидел. Итак, Лолошка, перед тобой самое почитаемое место в Паэне. Многие верят, что если Фарагонда снова решит напасть, то этот храм защитит всех, кто в него спрячется. Какой храм? Стоп, мы же у портала. А, надо зайти. То есть сюда можно было зайти. Да-дам! Если что, то никто не знает, кто построил это место. Но вот самые суеверные любят поговаривать, что оно появилось вместе с башней. Понимаешь, как бы противовес ей. Но мне больше нравится другая теория. Якобы, что кто-то из пряностников хотел сделать Паэну туристическим местом. В общем, ну, собственно, перед тобой храм времени. Сюда приходят молиться перед важными делами. И на редкие в Паэне праздники. Но, как видишь, все-таки паломнических очередей тут нет, поэтому...
Короче, я прихожу сюда иногда. Мне нравится. Здесь светло. От этого света от статуи проясняются мысли. И начинает казаться, что все идет каким-то своим чередом. Понимаешь? А самое главное, тебе здесь никто не помешает. Я оставлю тебя здесь. Наверняка ты хочешь подумать про Эресию. Как будешь готов, возвращайся. Понял. Пока. Так, что это в итоге? Статуя бога времени ремесло, это мы понимаем. Статуя бога времени бой, это тоже. Добыча мы видели. Организм прокачивали. И вы посмотрите на эту статую. Да она в 2 раза больше, чем все остальные статуи. Что ты такое? Ну, самый простой способ проверить, это просто нажать статуя бога времени. Ема, это что такое? Очки глобальных улучшений могут быть получены за каждые 100 уровней любой из доступных веток. Это дорого. Ваш следующий глобальный поинт будет получен через 83 уровня боя, или 80 уровней ремесла, или 65 уровней добычи, или 50 уровней организма. Обалдеть. То есть так много прокачек, и, наверное, они какие-то мега крутые. Микропутная крыса. Поглощает весь получаемый урон, когда игрок находится в воде. Что? Погоди, кого? Это же имба! То есть я буквально могу вылить под собой воду, и все, я бессмертный. Но это стоит 3 глобальных очка. Это очень дорого. Да будет свет. Дает бесконечный эффект ночного зрения. 1 глобальное очко. Господь. Позволяет ходить по воде, пока не зажата клавиша Shift. Тоже 1 очко. Утолимый голод. Голод больше не расходуется, офигеть! Это все очень клево, но как же это дорого! Вау, а здесь вообще 8 глобальных очков надо. Божественная трагедия. С невероятной скоростью восполняет здоровье игрока. Но помни, запретный плод сладок. Звучит, конечно, многообещающе. Друг человека позволяет приручать большинство питомцев без использования лакомств. Опыт пропьешь. Конвертирует опыт в здоровье по курсу 5 единиц опыта в 1 единицу здоровья. Тоже офигенно. Барбоскины. Поглощает весь получаемый большинством питомцев урон. Хорошо. Громовержец. Зажигалка высекает усиленные молнии при использовании. А вот это мне мега нравится. Амулет теней. Накладывает эффект невидимости и регенерации, если игрок не двигается в течение 3 секунд. То есть меня вообще не будет видно. И еще самое главное, быстро отрегенюсь. Короче, это офигенная статуя. Больше я пока не могу ничего сказать. Но помимо этого, наверное, многие заметили, что моя иконка начала активно падать. Она снова меняется. Какого черта? Но я же вроде как здесь, в Междумирье. Так, хорошо, Эо, ты меня ждешь? Так, Эо нет. 460, это кто? Не похоже ни на кого. Знаете, у меня такое ощущение, что дальше по сюжету я совершу какую-то дичь, и разыскивать будут меня. Но это я так, от балды сказанул. Привет, торгуйтесь. Кстати, а я же могу прямо сейчас кучу денег получить, да? Павел, ты где? Я же надеюсь, он мою долю отдаст. Ашра? Здорово, ты что тут делаешь? Ема. Вы поглядите, кто пришел. Ну что, салага, как тебе жизнь в Паэне? Прекрасно, думаю, вот в воры податься. Да это жизнью ты и не назовешь. Поскорее бы в нормальный мир. Да вот, Ашра, учусь быть настоящим контрабандистом. А ты что делаешь? Я? Сейчас, да вот, учусь метать томагавки. Да, я понимаю, что это не так эффективно, как пушка Павла, но просто что? Да просто в обновлении Warface добавили томагавки. Сейчас. Ну вот я и решила попробовать. Погоди, ты же, наверное, не знаешь ничего про это, да? Ой, погоди. В общем, в моем родном мире есть такая игра, и... как бы тебе объяснить-то... Подожди, а почему ты на меня смотришь так, будто что-то слышал об этом? А ну выкладывай. Хе-хе-хе. Само собой, как можно не знать про Warface? Ведь Warface это крутой, популярный командный шутер. И между прочим, внимание, там появилось много всего нового. Новый сезон, плечом к плечу. Новое командное событие превосходство. А также невероятно динамичное сражение 6 на 6 игроков в уникальном режиме охота за головами. В данном режиме вам предстоит собирать трофеи противников, а побеждает та команда, набравшая и сохранившая наибольшее количество трофеев. Но будьте осторожны, чем больше у вас трофеев, тем более желанной добычей вы становитесь. Таким образом, для победы вам придется не только охотиться, но и убегать. Или, что не менее важно, работать в команде. Но, самое главное, что помимо участия в зимнем сезоне вы получаете не только метовое снаряжение, но и новое оружие, метательный томагавк, который так сильно понравился нашей контрабандистке. Привет. Томагавк эффективен, очень прост в использовании и способен обезвредить противника с одного попадания. Кидаешь, убиваешь, подбираешь. Ну и, конечно
конечно же, самая крутая новость о Warface. По ссылке в описании вы сможете забрать набор крутого метового снаряжения. Он подходит как для новичков, так и для настоящих ветеранов игры. Так что, ребята, не теряем время, заходим по ссылке в описании и начинаем играть в Warface. Бесплатно. Ух ты, а ты и правда шаришь. А теперь проваливай. Окей, пока. О, Лололошка, рад, что застал тебя на улице. Не могу. Он реально, он просто появляется из ниоткуда каждый раз. Не хочу пересекаться с этой толстой воровской мордой. Что? Ты не любишь Лиса? Подожди, воровской? Я только сейчас допер то, что Лис, он же в зеленом одеянии, у него зеленая одежда. То есть он из клана воров. И кстати, у меня же плюс 10 репутации было. Смотрите! Статус дружелюбие! Я теперь крутой! Хорошо, держи. Честно заслуженная тобой половина. Говорил же, отлично наваримся на этой ящерице. Я к тебе еще завтра загляну. Есть у меня для тебя сюрприз. Бывай. Хорошо? Так, где деньги? Где? Йоу! Куча баблишка! Вот это я люблю. Так, Павел уже исчез, пока. А теперь давайте вспомним слова Эо. Чтобы попасть в Эресию, мне нужно 20 кристаллов скинта. А у меня 7 фрагментов. Вы посмотрите, как это дорого. То есть 20 мы умножаем на 9. Итого 180 фрагментов. Это очень-очень дорого. Какие 7? Вы что, серьезно? Я изначально подумал, что да, я богатый. Но нет, я нифига не богатый. А может быть, Павел меня обманул? Надеюсь, что это не так. Кстати, сюда зайти нельзя, понял. Есть у меня одна идея, как стать мега-супер богатым. Для начала нужно забрать все вещи, которые... Здорово, Лолошка! Что? Ну, привет, Лис. Рад тебя видеть. И надеюсь, скоро увидеть тебя именно в гильдейской одежде. Слушай, ты случайно не натыкался ни на какой скинт за последнее время? Ой-ой-ой, я же ему все еще деньги должен, точно. Да, мне просто все-таки хотелось бы узнать, когда я получу свое... Короче, ты мне уже больше 2 фрагментов должен. Черт, у меня не так много. У меня есть эти фрагменты. Все верну тебе уже завтра, обещаю. Лис, ты что, серьезно? 2 фрагмента за твою дыру? Да это же грабеж. Или же... Да, конечно, Лис, прости за ожидание. Вот, держи, 3 фрагмента. Чего? 3 фрагмента это дорого. Не-не-не-не. Я верну тебе все завтра, обещаю. Ох, не люблю я, Лолошка, когда меня завтраками кормят. Но раз уж ты друг Эо, то так и быть. Но, пожалуйста, не употребляй моей лояльностью. Хорошо? Окей. Так. Смотрите, у него действительно... Во, знак вора! Действительно он! Слушайте, наверное, если я ему дам много денег, ну, точнее, если бы я ему прям сразу заплатил, то он бы дал мне, наверное, плюс репутацию. Что-то мне подсказывает, что выбирая оттягивание завтра, равнодушие воров поменяется на негативность. И вот тут начнутся дикие проблемы. Сейчас я это делаю только ради того, чтобы проверить, как эта система работает. Ну, или, по крайней мере, как это работает в сюжете, когда я выбираю то, что идет по самому очевидному пути. То есть, очевидный путь — дать денег и как бы все, свободен. Но мы будем оттягивать. Хе-хе-хе. Так, здрасте, кстати, поболтаем? Простите, вот ваша еда. А теперь пойдем и станем богатыми. Ребята, как вам известно, в предыдущей серии мы познакомились с неким Сан-Франом. Он покупает вещи по хорошей цене. И мы можем продать ему, например, лоран, еще лоран, немного рыбы, да и, наверное, все. Пойдем. Здравствуйте, здравствуйте. Понятно. Проблема. А кому продавать? Видимо, сейчас нам специально не дают этого Сан-Франа по одной простой причине. Тебе нельзя быть богатым и успешным. Тем не менее, ребята, давайте прямо сейчас посмотрим. Может быть, у нас торговцы поменялись. Как-никак деньги у нас появились, хоть какие-то. И, возможно, я куплю что-нибудь прикольное. Так, яблоки. Нет, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Ох, нифига себе, это что? Медальон опыта. Больше выпавшего опыта и добычи. Это имба, конечно, я это по-любому покупаю. То есть, потратив 1 фрагмент, мы сейчас можем зарабатывать больше предметов, чтобы заработать еще больше фрагментов. Вот это я понимаю. Стонкс. И эта штука еще опыт позволяет хранить. Ну-ка. Йоу, сюда! Очень клево сделано. Так, а теперь надо, наверное, как-то это надеть. Нет? Надеть? Не получается, да? Не, оно надевается на пояс. А ну-ка, пойдем тестировать. Че, ребят, все еще общаетесь, да? Ну, ладно, пока. Прокачка организма, 43 уровень. Спасибо, спасибо. Но, тем не менее, дайте мне хоть какого-то моба. Блин, вот как назло, просто никого. О, паук. Йоу, сразу 13 уровень, хорошо. Насчет дропа я как-то не особо заметил, но вы посмотрите, кого нашел, наблюдатели. Они у нас дорогие и очень сильные, кстати. Я сейчас умру, боже. Пистолет, помоги мне. Получай, зараза. Получай.
Стой! Я не хочу умирать! Так, тихо, тихо, чил, бро, чил! А какого черта Междумирье реально такое опасное? И на мне даже броня надета. Да он даже не пробивается. Как его убивать-то? Я клянусь, это похлеще любого босса. Нет, все. Отстань. Воспользуюсь своей самой лучшей любимой тактикой. Эй, иди сюда, привет. Сверху любой убивается. И у меня уже 17 уровень. Обалдеть, какой же этот медальон крутой. Так, а еще у меня 3 плоти наблюдателя. Из предыдущей серии я помню то, что продается за 5. Да, вроде бы за 5 маленьких крупиц. Но что-то мне подсказывает, что помимо этих мобов можно зарабатывать еще более дорогие вещи. Что происходит? Я не могу подобраться к этой гребаной стене. Дайте мне дроп забрать, алло. Так, да ну нет, ну отдайте мне фрагмент. Отдайте мне гребаный... Так, хорошо. Есть у меня немного другая тактика. Давай, фрагментик, иди ко мне. Молодец. Вы посмотрите, даже здесь пройти нельзя. Я застрял. Я не могу выбраться. Отстаньте, отстаньте. Блин, прикольно реализованная система, то, что пройти можно только через главные ворота. Обратно возвращаемся в таверну, все это складируем. И на этом постепенно заканчиваем. У нас есть цель появиться в Эресии, появиться в Пропии. Надо узнать, что это за место и связано ли оно как-то с моим рождением, как персонажа. И помимо этого я надеюсь, что вот это дружелюбие как-то сыграет свою роль. Об этом опять же узнаем дальше. Надеюсь, ребят, при просмотре вы отдохнули настолько, что можете нажать на кнопочку лайка и подписки. Ох, это было бы приятно. Спасибо большое, если не пропускаете мимо ушей, правда. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и фрагменты Скинта. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.